Каждую неделю на популярный телепроект «Дом-2» приходит новый участник, иногда и не один. А бывает, зрители с недоумением видят уже знакомые лица бывших звезд реалити-шоу. Александр Габозов, Глеб Клубничка, Андрей Черкасов, Евгений Кузин. Неужели им плохо жилось вне проекта? Это и другие бывшие участники, запомнившиеся скандалами, драками и интригами, вновь живут под прицелом камер. Что это? Вечное стремление к славе или инфантилизм, неспособность реализоваться в обычной жизни? Тем не менее, рейтинг программы только растет, любопытство зрителей усиливается, минус значит, многочисленные камбэки оправданы. Возникает вопрос, кто следующий? Евгений Кузин. Впервые на знаменитую телестройку Евгений Кузин пришел 12 сентября 2008 года. Поклонники проекта помнят неудачную историю любви с Маргаритой Агибаловой, которая завершилась разводом и взаимными претензиями. У пары остался сынок Митя. Жизнь жени, казалось, пошла под откос: лишение водительских прав за вождение в нетрезвом виде, удаление с проекта за драку, конфликты с бывшей женой из-за алиментов. За пределами проекта Кузин не скучал, открыл магазин одежды, работал тамадой. Но 16 декабря 2012 года вернулся в «Дом-2». Ближе к лету неведомые силы вновь потянули Евгения на свободу, и он ушел из периметра. Через полгода парень попытался вернуться, но это удалось ему только 18 января 2015 года. Бывалый участник сразу же улетел на Сейшелы, вторую площадку «Дома-2-», и там даже попытался строить любовь с Аленой Павловой. Но девушка изменила Кузину, чего он простить не захотел, и вскоре начал встречаться с Александрой Артемовой. Пара до сих пор вместе, хотя частенько переживает не лучшие времена. Андрей Черкасов. На проект «Бравый офицер» Андрей Черкасов пришел 12 октября 2007 года по приглашению друга Александра Габозова, который уже вовсю строил любовь в «Доме-2». Первая девушка, которая понравилась молодому человеку, была Ольга Агибалова. Ровно пару дней, пока он не увидел ее младшую сестру Риту. Семнадцатилетняя девушка так вскружила голову Черкасову, что тот решил ждать ее совершеннолетия и поклялся в вечной любви. Но и этот союз не просуществовал долго. Андрей попробовал с другими: Дарьей Черных, сейчас Пензарь, Евгения Феофилактовой, Гусевой и Натальей Варвиной. В отношениях с Наташей Черкасов позволил себе рукоприкладство, за что 1 июня 2009 года был выгнан из «Дома-2». За периметром парень выступал в клубах и на свадьбах. Андрей Черкасов наотрез отказывается сходиться с Викторией Романец, а 20 сентября 2013 года вернулся в родные Пенаты, научит молодежь, как надо строить отношения. И пошло-поехало, то с одной, то с другой, несмотря на любимую девушку вне проекта. С последней любовью, Викторией Романец,
Андрей планировал пожениться, но и тут не срослось. Сейчас ребята не вместе, но их поклонники надеются, что пара воссоединится. Александра Харитонова в 2007 году девушка отдыхала в Таиланде, где познакомилась со звездой Дома-2 Степаном Меньшиковым. Мужчина пригласил Сашу на проект, и с 1 ноября она стала его участницей. Там Александра раскрыла свой талант. Вместе с Еленой Бушиной и Натальей Варвиной она пела в группе «Истринские ведьмы». Успех так вскружил голову, что 9 апреля 2009 года девушка покинула Дом-2 ради сольной карьеры. Степан ушел вслед за любимой, но продолжения романа не случилось. Скандально известную звезду Дома-2 осудили за возвращение на проект. Саша работала ведущей на корпоративах и вечеринках, а 27 февраля 2016 года вновь пришла на Дом-2, чтобы построить любовь с Тимуром Гафутдиновым. Пара даже объявила во всеуслышание о предстоящей свадьбе. Правда, и эта сказка длилась недолго. Буквально через неделю Харитонова обнаружила любовную переписку Тимура с другой девушкой и разорвала помолвку. Глеб Жемчугов, «Клубничка», 27 марта 2009 года Глеб Жемчугов по прозвищу «Клубничка» впервые попал в периметр реалити-шоу «Дом-2». Парень сразу стал оказывать знаки внимания популярной участнице Елене Бушиной, но девушка не отвечала ему взаимностью. Тогда Клубничка переключил внимание на жаждущую любви Надежду Ермакову. Их отношения погубили бесконечные пьянки и дебоши Глеба. После очередной драки на гастролях Жемчугова выгнали с проекта. Правда, еще несколько раз он предпринимал попытки вернуться. — 29 октября 2012 года Глеб вновь оказался в Доме-2. Однако после череды неудач на любовном фронте 12 января 2013 года снова ушел. За периметром Глеб не отличался оригинальностью и, как многие его коллеги, зарабатывал корпоративами и даже пробовал силы в юмористической программе. — 11 июля 2015 года зрители вновь увидели Клубничку участником Дома-2, но на этот раз парень привел с собой семью, которая успела обзавестись, минус жену Ольгу и сына Мишу. Молодые родители показывают с экранов пример, как преуспеть в любви, а также раздают советы менее успешным в отношениях участникам. Влад Кадони. Черный маг Влад Кадони появился в телепроекте «Дом-2» 20 февраля 2009 года. Целью экстрасенса была не любовь, а пиар и расширение клиентской базы. Сперва Влад конфликтовал с Венцеславом Венгржановским, заслужившим звание белого мага проекта, затем – с Рустамом Санцевым. С ним Кадони боролся за звание главного интригана проекта. Надо сказать, несколько раз парень пытался строить отношения с девушками. Но все не получалось. В сентябре 2010 года колдун лег в клинику пластической хирургии, где ему сделали операцию по увеличению мужского достоинства.
Но и это не помогло молодому человеку наладить личную жизнь. Тогда, 21 сентября 2011 года, выиграв звание «Человек года», Влад Кадони покинул проект. Соскучавшись, чародей вернулся в Дом 2 26 марта 2015 года, но не в качестве участника, а в роли соведущего. Лобное место проводил, тет-а-теты устраивал, участникам советы раздавал. Одним словом, помогал Ольге Бузовой и Ксении Бородиной изо всех сил. Но любовь снова не построил. Александр Габозов, впервые пророк проекта «Дом-2». Александр Габозов переступил 9 марта 2007 года. Попытка построить любовь со звездой шоу Викторией Карасевой не увенчалась успехом. Тогда Габозов сошелся с Надеждой Ермаковой. Саша сделал Наде предложение, но она отказалась. Отношения усложнились и благодаря изменам и дракам Александра. Пара распалась. После парень закрутил любовь с Ольгой Сокол. Бурный темперамент обоих заставлял молодых людей постоянно ссориться, и на одном из голосований против Габозовой было большинство. Оля ушла вслед за ним. Но семьи у ребят за периметром не получилось. Алиана и Александр Габозовы поженились 10 июня 2013 года, и Александр вернулся на Дом-2. Мужчина заявил, что во второй раз он сумеет построить отношения с одной из девушек, и сразу обратил внимание на Алиану Устиненко. Отношения пары развивались так быстро, что они не только познакомились с мамами друг друга, но и позвали женщин жить к себе на проект. Вскоре у Габозовых родился сын Роберт, но это событие не принесло мир в дом. Скандалы не утихали, ребята дрались и ругались без конца, Саша стал пить и изменять. В апреле 2015 года Алиана и Александр развелись. Но 30 января 2016 года снова поженились, не вынеся разлуки. Надежда Ермакова на реалити-шоу «Дом-2». Надежда Ермакова появилась 25 апреля 2007 года, выразив симпатию Рустаму Санцеву. Взаимностью мужчина не порадовал. Тогда Надя ответила на пылкие ухаживания Александра Габозова, который буквально не давал прохода, устраивал одно за другим романтические свидания, клялся в любви, познакомил с родителями и сделал предложение. Ермакова не дала согласия, а в паре начались проблемы. К тому же Надежда имела глупость сказать на всю страну, что Саша не устраивает ее в постели. Тот, чтобы реабилитироваться в глазах зрителей, начал Наде изменять. Надя, порвав с Габозовым, нашла утешение в объятиях Глеба Жемчугова. Правда, их любовь продлилась всего 8 месяцев. 1 июля 2011 года Ермакову выгнали на женском голосовании. В ноябре 2012 года Надежда вернулась на Дом-2, чтобы помочь своей подруге завоевать клубничку. Уж кому, как не ей, лучше известно, как это делается. Вот уже несколько лет Надя Ермакова трудится на посту кастинг-директора Дома-2, отбирает будущих участников из толпы желающих.
Можно сказать, что с проекта девушка и не уходила.